Прошедшие полгода у Дарины были очень насыщенные. В феврале она каталась на лыжах в Альпах, в апреле ездила в венгерские купальни на оздоровление, а в начале мая брала отпуск, чтобы отдохнуть на море в Хорватии. И нет, Дарина не замужем за олигархом и не успешная бизнес-вумен. Она работает обыкновенной уборщицей. Добро пожаловать в Братиславу. Это жизнь других. Что я знаю про Братиславу? Ну, это город самых высоких небоскребов, родина рок-музыки, кулинарная столица мира и крупнейший центр космических разработок. Да, вы правильно поняли, я вообще ничего не знаю про Братиславу. Но ведь я здесь как раз именно для того, чтобы все узнать. Братислава – столица Словакии, и это единственная столица в мире, которая стоит практически на границе с двумя соседними странами. Житель этого города за один день может успеть съездить на работу в Австрию, съесть гуляш в Венгрии и отдохнуть в Чехии, которая тоже очень близко. И если бы я родилась в этом городе, то вполне могла бы жить в семье Роберта и Златицы. Тогда я жила бы в обыкновенной хрущевке. Обыкновенной для Словакии хрущевки. А еще я могла бы быть женой бывшего полицейского Галаса. Каталась бы с ним на велосипеде и наслаждалась пенсией. Но больше всего мне бы хотелось быть уборщицей, как Дарина. Ведь тогда я бы по несколько раз в год ездила в отпуск. Летом на море в Хорватию, а зимой в Альпы кататься на лыжах. Вот так. Но какой бы счастливой вам ни показалась моя словацкая жизнь, кем бы я ни была, к психологу в Словакии я бы пошла еще в утробе матери. В Братиславе женщине помогает рожать не только доктор, но и психолог. Потому что ты же вот это вот нервничаешь, переживаешь, ничего не знаешь. А психолог тебя все объяснит, все скажет, и все, и пойдешь себя нормально рожать. В каждом государственном роддоме беременной женщине и ее мужу предоставляют услуги психолога. Он рассказывает им о материнстве, знакомит с доктором, который будет принимать роды, показывает палату. Словом, делает все, чтобы подготовить молодых родителей морально. Но и это еще не все. После родов молодым родителям также полагается небольшая теоретическая помощь. Вдруг кто-то чего-то не знает. Когда женщина в Братиславе забеременела и попала к врачу, значит, на нее заводится вот такая карточка. И дается вот такая книжечка, так сказать, инструкция на ребенка. В ней все написано. Первый месяц, второй, все телодвижения, все, что происходит, все, что не происходит. Тут картинки с сердечками. То есть читать, не перечитать. А папам как полезно, а? Они же ничего не знают. Что не спросишь, ничего не знают. Вот, пожалуйста, инструкция. Сиди, дорогой, вместо футбола читай книги. И все это абсолютно бесплатно. Все медицинское обслуживание в государственной больнице включено в страховку, которая вычитывается из зарплаты словаков. Минимальные выплаты – это 14%. А как это рассчитывается, я так и не разобралась. Не только в выплатах, но и в медицинской системе Словакии человеку со стороны будет довольно сложно разобраться. Тут все запутано, как во врачебном почерке. Каждый человек приписан к определенному терапевту. И это тот врач, к которому он идет в первую очередь. Ведь к профильным специалистам типа лора или эндокринолога попасть напрямую невозможно, только с направлением от терапевта. При этом все терапевты – это частные предприниматели. А значит, и принимает каждый по своей собственной системе. Кому-то запись через сайт, кому-то по телефону, а кто-то предпочитает живую очередь.
В приеме услуги врачей для пациентов бесплатные. Докторам все компенсирует страховая. Но есть и минусы. К некоторым специалистам можно стоять в очереди по несколько месяцев. Если хочешь попасть на прием, скажем, к неврологу, то сначала ждешь очередь к терапевту. Потом он выписывает тебе направление, и ты ждешь очередь еще раз, уже к неврологу. Напрямую, помимо терапевта, здесь можно попасть только к стоматологу, дерматологу и психиатру. Без психиатра, кажется, здесь вообще не обходится ни один этап местной жизни. После садика перед школой всех детей ждет собеседование с психологом. И он уже решает, может ребенок идти в школу или ему надо еще годик побыть в детском саду. Вот так. Когда ребенку исполняется 6 лет, он проходит тест на зрелость. Проверяет базовые навыки коммуникации, знает ли он цвета, формы, цифры до 5 и может ли он банально усидеть 15 минут за партой. Если нет, тогда он остается в детсаду еще на 1 год. Если же ребенок все-таки усидел за партой, то он идет в 1 класс и учится обязательных 9 лет. Все это время он опять же может в любое время посетить школьного психолога. К психологу сейчас ходит много народу, в основном это старшеклассники. Ну, вот ты мне скажи, сейчас вот вся молодежь, вот ваш возраст, сидит в социальных сетях. Правильно? У тебя есть социальные сети? Конечно, и не одна. Сейчас сама жизнь этого требует. Требует. И я просто вот знаю, что очень много проблем потом вот возникает, потому что ты не так выглядишь, у тебя не такая фигура, ты не так танцуешь, ты не так поешь. И это очень сильно давит на людей, на молодых, и они очень сильно переживают из-за этого. Скажи мне, ну что делать? Просто не все понимают, что там все искусственное и слишком красивое. Как в кино, там нереальная жизнь. Действительно, много молодежи сейчас приходит с проблемами заниженной самооценки. А это все происходит из-за соцсетей. Причем они сами этого не понимают. Увы, но многие воспринимают эту виртуальную жизнь слишком серьезно. Буквально на днях одна моя подружка весь день рыдала просто из-за того, что у нее не идеальная кожа, как у той блогерши. А возможно жить без социальных сетей? Думаю, это реально, но привыкнуть будет очень тяжело. А у вас есть какие-то, не знаю, одноклассники, которые не зарегистрированы нигде? Из всех школьников, кого я знаю, такой есть только один. Но он играет в компьютерные игры, поэтому у него просто другие соцсети. У нас есть даже такая шутка. Если ты спросишь у пенсионера, какого цвета трава, он ответит, что зеленая. А если спросишь у школьника, то он посмотрит в телефон. Но если оставить цифровую жизнь школьников и окунуться в реальную, то хочу вам сказать, что это будет обычная, привычная для нашего глаза школа. Такие же парты, такие же коридоры, такой же спортзал. Тут спортзал, где проходит физкультура. О, Господи! У меня травма психологическая с детства. Вы прыгали через козла. Как вот это вот... Ужас. Да что там, даже фартук у повара в столовой здесь такой же. Значит, школьная столовая. Человек приходит, ребенок берет себе вилку с ложкой, стакан воды, идет дальше. Тут какой-то странный супчик. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый. О, смотрите, значит, сегодня у нас на обед. Боже, чисто вот школьная столовая. Макароны с мясом, с яйцом, правильно, да? И соленые огурчики. И все, в принципе. Вуаля. Обеды местным школьникам обходятся в 10 евро в месяц. Еще здесь платят за разные экскурсии и дополнительные занятия. Уроки у нас начинаются с 8 утра и идут до обеда. Естественно, все обучение бесплатное, но если родители хотят оставить ребенка на какой-то факультатив, то это уже платно – 20 евро в месяц. После 9 классов в школе часть учеников идут в училище, а часть в гимназии.
А после гимназии поступают в университет, обучение в котором здесь тоже бесплатное. Если вы поступили в университет, то платить придется за заочное обучение. Это 400-700 евро в год. Или же за обучение на английском. Это 1500 евро в год. Все остальное у нас полностью бесплатно. Мало того, если студент еще и учится хорошо или имеет спортивные достижения, то ему государство платит стипендию от 200 до 700 евро в год. Во время последней поездки в Москву у меня закончился любимый тональный крем Тан-Идоль Ультравея от Ланком. Обычно я покупаю его в Италии, а тут, не было времени. Зашла на сайт Lancome.ru и понеслось. Ассортимент, как в Европе, и масса сервисов. Виртуальная примерка макияжа или бесплатная видеоконсультация эксперта Lancome. Доставили быстро и даже добавили несколько мини-форматов в подарок. В ссылке под видео промокод для покупки на Lancome.ru. После окончания вуза или вообще без высшего образования найти работу в Словакии – это несложно. А учитывая не слишком требовательный характер местных, так вообще без проблем. Зачастую словаки не гонятся за большими деньгами и головокружительной карьерой. Если они зарабатывают достаточно для жизни, то радуются той должности или профессии, что имеют. Чтобы обсудить мировоззрение словаков, я пришла в музей. Нет, я не буду копаться в прошлом, я просто поговорю с Дариной. Она работает здесь уборщицей. Ой, Дариночка, какой у вас хороший рабочий кабинет, так сказать, да? И не говори, в этом же здании у нас сидит мэр. Так что за столом часто разные государственные гости заседают. И вот я тоже постоянно тут. Так, и мне скажи, ты давно работаешь уже на этой работе? С 92-го года. Да, с 92-го года. Все время здесь работаешь? Да, конечно. Почему ты работаешь, скажи мне? Тебе так сильно нравится эта работа? Очень нравится. У нас тут отличный коллектив. Ну, вообще, мне вот знаешь, что сказали? Что вот здесь местные жители довольствуются тем, что имеют. Они не желают, знаешь, иметь профессию уборщицы временно, чтобы потом куда-то пойти. Вот они сидят на одном месте, и их это устраивает. Это правда? Так и есть. А зачем мне из кожи вон лезть, если меня все устраивает? Я же не вкалываю 8 часов от звонка до звонка. У нас все спокойно. Пришли, пообщались, выпили кофе, немного поработали и пошли по своим делам. Зарплата устраивает. Так зачем мне куда-то переходить? Если у словака все хорошо, если зарабатывает он достаточно, то он будет гордиться уже тем, что у него есть работа. А разные переработки сверхурочно или на выходных – это не про нас. А скажи мне, в отпуск ты куда ездишь? На море в Хорватию, зимой в горы на лыжах кататься. И еще пару раз в месяц езжу на термальные источники, потому что тут на работе по ступенькам набегаешься так, что потом спина болит. Дариночка, скажи мне, пожалуйста, ты хорошо зарабатываешь, что ты так хорошо отдыхаешь? Вполне достаточно. С разными надбавками у нас до 1000 евро в месяц получается. Уборщики еще, бывает, берут работу на стороне, убирают дома или квартиры. Но это так, подработка по настроению. Например, сделать генеральную уборку трехкомнатной квартиры будет стоить 200 евро. Слушай, на самом деле, что я спрашиваю? Слушай, прекрасные условия, красота, старинные вот эти все вот гобелены, ты понимаешь, коллектив хороший, работа, так сказать, не пыльная, говорят так, знаешь, и кофе выпили. И, слушай, действительно, что-то я... И, кстати, это так вот манит. Во-первых, вот эта штучка красивая, да? Во-вторых, вот это... Дариночка, знаешь что? Отдыхай, наверное, сегодня. Но несмотря на отсутствие больших амбиций, чем бы местные ни занимались, к своей работе они относятся крайне ответственно. Это заметили и их соседи. Постоянно идут споры, какая страна на Земле считается самой автомобильной. Кто-то говорит, что это Германия, кто-то Япония, кто-то Соединенные Штаты, а кто-то утверждает, что это Словакия. Дело в том, что целый ряд европейских и не только автопроизводителей разместили здесь свои заводы.
Здесь даже спорить не о чем, цифры сами обо всем говорят. По статистике, Словакия – самый крупный производитель автомобилей на планете Земля. Автомобильная промышленность – это также и самый большой работодатель в Словакии. На автозаводах трудится сотни тысяч человек, а машин производится около 1 миллиона за год. Здесь делают и французские автомобили, и британские, и корейские, и немецкие. Так что знаменитое немецкое качество вашего авто – это вполне возможно знаменитое словацкое качество. Крупным автомобильным концернам выгодно ставить заводы в Словакии, ведь у нас огромное количество специалистов в этой отрасли. Сама система высшего образования уже настроена под автоиндустрию. И, конечно же, у нас ниже зарплаты. Средний месячный заработок в Словакии – это 1500 евро. А в той же Германии, насколько я знаю, 1500 – это минималка. В Братиславе вместе с командой мы остановились в гостинице Radisson Blue Carlton. Она находится в историческом центре города, и это придает ей особую атмосферу. И, конечно, здесь есть все удобства для отличного отдыха. Вежливый и квалифицированный персонал, вкусный ресторан, скоростной интернет, паркинг и комфортные номера на любой вкус с прекрасным видом на старый город. А если вам надо провести конференцию или свадьбу, к вашим услугам один из самых больших конференц-залов в Братиславе. Сколько зарабатывают словаки и как относятся к работе, мы уже разобрались. Теперь самое время посмотреть, как же они живут. В спальных районах люди живут вот в таких домах. Меня пригласили в гости в такую квартиру. Идем посмотрим, как там внутри. Ой, я обожаю ходить в гости, вот это. Идем. Златица и Роберт живут в небольшой, но уютной квартире вместе с 2 детьми. Вы давно женаты? 15 лет. Ой, слушай, ну это же уже очень много, я тебе хочу сказать, да? Ну ты мне скажи, вот в Словакии в семье кто главный, муж или жена? Муж главный. Муж. Ты должна слушаться его. Нет, ну не настолько. Разные семейные и финансовые вопросы мы решаем вместе. Это правда, что у вас разные счета? Да, правда, каждый зарабатывает на себя. На детей мы выделяем деньги вместе. Во многих семьях в Словакии финансы считаются раздельно. Но, само собой, если у кого-то проблемы с работой, то муж и жена помогают друг другу. Могут просто, а могут и занять определенную сумму. Скажи мне, то есть вот вы за продуктами ездите, я не знаю, в Австрию, Венгрию? Да, ездим постоянно. До границы с Австрией здесь полчаса езды. А продукты там и качественнее, и дешевле. А как вот вы, то есть вот кто платит, ты или муж? Через раз. Ну вы считаете так, в прошлый раз я платила, а в этот раз ты или нет? Нет, оно как-то по настроению. По настроению, да? А потом муж говорит, что у жены всегда плохое настроение. Так, с финансами все понятно, с покупками тоже, но как-то уходить не хочется. Что бы еще такого спросить? А какие вот местные мужчины, вот какие они? Лучшее в них то, что они верные. Серьезно, у тебя ни у одной подружки муж не изменяет ей? Нет. Какие в Словакии интересные мужчины. А может, они боятся? Нет, думаю, они просто зарабатывают недостаточно, чтобы хватало на любовницу. То есть ты думаешь, что те, у кого много денег, только они могут себе такое позволить, да? А в основном мужчины... Вот нет денег, нет проблем называется. Ну, конечно. Если не за что по ресторанам ходить, то он и сидит дома. Если не за что нанять няньку, то он и больше времени с детьми проводит. Вот вам новый лайфхак, не побоюсь этого слова, как всегда, для спокойной, прекрасной семейной жизни. Надо, чтобы муж мало зарабатывал, и все, и у вас не будет никаких проблем. А Златица и ее муж зарабатывают вполне себе средне. Живут в средней квартире в обычном среднем доме и среднем районе города. А их дом
хоть вы и вряд ли заметили, зато знакомая любому нашему человеку хрущевка. Только здесь, в этой хрущевке, навели марафет. Дом строился еще во второй половине прошлого века. Типичная советская архитектура, качество такое же. Но, по моему мнению, он будет стоять лучше всяких новостроек, в которых то трещина пойдет, то труба лопнет. Главное вовремя делать ремонт. Мы вот с соседями взяли кредит и сделали. У нас часто практикуется коллективный вид кредитов на ремонт. По сути, жильцы всего дома берут заем, который потом выплачивают долгие годы в счет коммунальных. Тем не менее, стоить такая квартира в хрущевке будет на треть дешевле, чем жилье в новом доме. И я была не я, если бы не нашла тот самый новострой и не показала вам, в чем же отличие. Хозяева сказали: Жанна, иди, мы сниматься не хотим, ну, а мне же вам надо показать, правильно? Значит, там гардеробная, оставляете вещи. Здесь заходишь, сразу кухня, холодильник, что это такое? Ну, нет, холодильник для вина, так сказать. Вот такие апартаменты, 80 квадратных метров, стоят около 200 тысяч евро. Живут тут 3 человека, мама, папа и ребенок. Очень все хорошо, просторно. На первом этаже есть супермаркет, магазины, рестораны, салоны красоты. Потом идет 2-й, 3-й этаж паркинг, и потом уже идут квартиры. Есть тут спортивный зал на 4-м этаже. Хочешь — иди, занимайся спортом, хочешь — отдыхай. Ну, слушайте, я хочу сказать, что очень даже комфортно, очень даже приятно. Такие квартиры в основном покупают люди, которые работают на высоких должностях, ну или за границей. Ведь многие живут в Братиславе, а работают в Австрии. До Вены от нас ехать всего час. При этом зарплаты там выше, а жилье дороже. Поэтому куда выгоднее взять в кредит хорошую квартиру в Братиславе, чем плохую в Вене. Кстати говоря, чтобы взять кредит, местные не будут идти напрямую в банк. Ведь для этого есть отдельная профессия финансового консультанта. Финансовый консультант – это человек, который знает все условия по кредитам и ипотекам во всех банках страны и легко может подобрать для человека лучшее. Ведь если клиент будет разбираться в этом сам, то времени и сил у него уйдет куда больше. Мои друзья недавно брали квартиру в кредит. Так финансовый консультант нашел для них вариант всего под 0,5%. При этом его услуги оплачивает сам банк. А для людей это не стоит вообще ничего. И кредит под 0,5% и услуги специалиста бесплатные. Ой, можно подумать, что здесь, в Словакии, все для людей. Но нет, здесь еще и все для собак. Есть такие объявления «Муж на прокат». Видели когда-нибудь? Это вы вызываете человека, если вам на что-то починить, лампочку вкрутить, там что-то отремонтировать. Он к вам приходит и за деньги все это делает. А здесь, в Братиславе, есть такая услуга «Собака на прокат». И если вы хотите собаку, но не имеете возможности ее завести себе домой, вы можете прийти и просто погулять с собакой. Какая прелесть! И абсолютно бесплатно. Вы все правильно поняли. Это питомник, куда привозят бездомных или потерявшихся собак, выхаживают и отдают их в хорошие руки. Но одновременно здесь собак находится так много, что персонал их выгуливать не успевает. Поэтому помогают просто небезразличные жители Братиславы. Девчонки, а вы часто сюда? Смотри, какой, а! Иди гуляй. Вы часто сюда приходите? Почти каждый день. А вы гуляете с одними собаками или с разными? Чаще всего с теми, которые дольше остальных в питомнике сидят. Ну, а скажите, а почему вы не можете, не знаю, забрать и домой? Можете забрать собаку? Конечно, можем, но дома уже есть одна, а вторую мама не разрешает. Не каждый может завести себе пса. У кого-то в семье есть аллергики, у кого-то нет времени следить за собакой по рабочим причинам. Чаще всего погулять с псом к нам приходят именно такие люди. Они не могут завести своего питомца, но очень хотят. А много ваших знакомых сюда приходит так вот погулять с собачкой? Моя мама постоянно приходит. А я часто прихожу с сестрой. Подруга сестры тоже часто берет кого-то выгулять. Ну
что ж, раз такое дело, надо и мне помочь четвероногим друзьям словаков. Пойду и я выгуляю пару ребят, может, даже кого-то с собой заберу. Идем, пошли. Идемте, да, нет, это не вы меня, а я вас выгуливаю. Идемте. Какие? Хотите, побежим? Побежали! Забрать собаку себе домой может любой желающий. К нам часто приезжают даже из Австрии или Германии. Но чтобы содержать ее в Словакии, надо платить налог до 80 евро в год. Разных бытовых налогов у нас достаточно много. Например, есть налог на центральное телевидение. Или, к примеру, если вы делаете ремонт и привезли контейнер для своего строительного мусора, вам надо будет платить налог на землю, которую он занимает. 1 евро за квадратный метр. Вообще налоговая система, как и законодательная в Словакии, настолько запутанные, что черт обе ноги сломит. При этом в законах постоянно находят какие-то дыры. Недавно было одно знаменитое дело, когда одна женщина в течение 16 лет громко включала музыку на весь двор. Это была какая-то ария, которая играла каждый день с утра до вечера. Ни соседи, ни полиция ничего не могли сделать все эти годы, потому что она постоянно подавала апелляции в разные суды. Причем даже когда ее не было дома, система включалась автоматически. Окно открывалось каждое утро, и ария начинала играть заново. Находчивые местные даже учредили ежегодную премию под названием «Бюрократическая бессмыслица», которую вручают за самый глупый закон или постановление. В прошлом году выиграл закон про яблоки. Он гласит, что если ты сорвешь яблоко не у себя дома, а дерево, на котором оно росло, окажется на чьей-то территории, то тебя ждет уголовное наказание – до 2 лет лишения свободы. Странности в местных законах на самом деле можно встретить везде, даже в детском саду. По закону, в последний год перед школой все дети обязаны ходить в детский сад. Но если ребенку в государственном саду места не хватает, и он ходит в частный, то ему все равно надо весь этот год каждый день приходить на 2 часа в государственный сад, чтобы пройти подготовительные занятия. И даже это еще не все отличия между государственным детсадом и частным. Многие родители хотят отдать своих детей в государственные сады, да? Потому что тут воспитатели имеют высшее образование. А в частных, кто хочет, тот и работает. Ребят, так давно не была я в Лего. По-моему, дети что-то недовольны. Ну ладно, играйте сами. Хорошо, я ухожу. Все, мое дело, мое место на телевидении. Государственный детсад, а именно в такой я и пришла, стоит 40 евро в месяц. Частный же обойдется от 300 до 700 евро в месяц. Работает он каждый день, кроме выходных, с 6 утра и до 6 вечера. Рабочий день в Словакии всегда начинается рано. Обычно родители приводят детей к 7 утра, а в 3-4 часа дня уже забирают. В целом это совершенно обычный детский сад. Игрушки, кроватки, фломастеры и так далее. Но мне же всегда интересно, чем здесь еще и кормят. На обед сегодня суп. С чем это? С орехами? С орехами суп? С орехом? Нет? А что это такое? Цицер. О, я ж так смотрю, что на цицер похоже. Думаю, что цицер, не цицер. А оказывается, так, давай ешь. Это же цицер, полезная вещь. Оказалось, что это непонятное слово означает «нут», или, как его еще называют, турецкий горох. Ну, и на вкус, собственно, тоже. Суп гороховый. Как дети выживают, я не знаю, в детских садах? Отличная еда. Не соленая. С цицером. Господи, мам дорогая. Слава богу, что мне больше 40 уже. Тетя, надо доедать. То есть вот так вот надо есть, да? Угу. Тебе нравится, да? Твой любимый суп? Да, я обычно ем 2. Ну ты что, серьезно? Да, и ты ешь, а то тебя не возьмут в пожарные. Я поняла. То есть, ну, тут уже пошла философия жизни, так сказать, знаешь. Я думаю, после такой еды только философией можно заниматься. А почему ты сидишь на месте Мартина? То есть меня ребенок спрашивает, почему ты
здоровая женщина, сидишь за нашим маленьким столом. Понимаешь, деточка, работа у меня такая, вот это, ты не понимаешь. Хожу я в детские сады, в роддома, в тюрьмы. Я не понимаю. Да, не говори, говорю черти что. Вот так вот детей кормят 3 раза в день. Ну, такой вот едой. Ну, надеюсь, не цицером все время. И стоит это 1,5 евро в день. Вот. 1,5 евро и цицер в рот. Вы заметили, что мальчик в саду обращался ко мне исключительно на «ты»? Возможно, вы скажете, а что здесь такого? Наши маленькие дети тоже так обращаются. Но нет, у местных тоже есть культура обращения на «ты» и на «вы». Но в ней полно нюансов, которые отличаются от наших. Дети всегда обращаются ко взрослым на «ты». И только когда вырастают, переходят на «вы». В диалоге между женщиной и мужчиной на «ты» может предложить перейти только женщина. Для мужчины это не культурно. Но если дело не обстоит на работе и женщина не подчиненная, тогда уже решает мужчина. Но даже если кто-то что-то перепутал и высказался неуважительно, словак чаще всего воспримет это спокойно, без чрезмерных эмоций, потому что весь свой негатив он уже оставил в другом месте. Как люди выплескивают свои эмоции? Ну, я не знаю, они могут там, смотреть футбол, бокс. В конце концов, сами могут пойти в спортзал, правильно поотжиматься. А словакам достаточно прийти на скачки, поставить 1-2 евро и вуаля. Я заплатила евро, купила кофе. Ой, солнце светит, господи. Посещение скачек – это самый популярный досуг жителей Братиславы после хоккея. На каждый заезд к нам приходит по несколько тысяч зрителей. Однажды собралось даже больше 10 тысяч. Чаще всего ставки мизерные – 1-2 евро. Но это не сколько ради выигрыша, сколько ради азарта. Народу хочется громко кричать, хлопать, словом, выплескивать эмоции. Хотя иногда бывают счастливчики, которые выигрывают по 3-4 тысячи евро. Каждый год проходит около 10 заездов. Я с сыном не пропускаю ни одного. Обожаю смотреть на лошадей и восхищаюсь профессией жокеев. Вы знали, что они всегда обязаны держать стабильный вес 55-56 килограммов? Кстати, если вы задумались о организациях по защите животных, то я тоже об этом подумала. Но местные уверили меня, что с этим вообще нет никаких вопросов. Лошади у нас в таких условиях, что многим людям не снилось. Единственное, что во время забега жокеи их шлепают плеткой. Но по закону за один заезд можно шлепнуть лошадь не больше 4 раз. После ипподрома любой словак обязательно заедет в ресторан перекусить. Я тоже решила пойти по стопам местных и попробовать традиционную кухню лично. Раньше словаки куда больше готовили дома, а в последнее время практически все едят в заведениях. Во-первых, это гораздо проще и быстрее. А во-вторых, не так дорого. Средний чек в ресторане Братиславы где-то 10 евро. Обедаю я почти каждый день в разных заведениях. Ужинаем уже всей семьей, но тоже часто не дома. Ведь это вполне доступно, и потом там готовят вкуснее, чем моя жена. Уж прости, Матильда. Словацкая кухня, кстати, недалеко ушла от нашей. И есть здесь довольно много знакомых нам блюд, но со своей интерпретацией. Если попробовать описать местную кухню 2 словами, то слова эти будут тесто и картошка. Практически в любом блюде найдутся клёцки и отварной картофель. Если это блюдо картофельное, то к нему подадут что-то из теста. Если это блюдо из теста, его, скорее всего, нафаршируют картофелем. Ну, вы меня поняли. Еще здесь любят томатный суп из коровьих желудков со специями. Звучит, конечно, настораживающе, но я попробую. Ой, идет, так сказать, мой обед. Спасибо. Угу.
Спасибо. Ну, похож, честно говоря, как будто на борщ изначально. Но такой густой. Сейчас попробуем, что же это такое. Что же все местные жители так сильно любят и хвалят. По вкусу это что-то среднее между борщом и солянкой. Коровьи желудки – это просто очень нежное мясо. А по поводу специй здесь, по-моему, собрались просто... Все травы мира, короче, собраны. Чеснок. Такой крепкий прямо. О! Так, ну а где же ваша хваленая картошка с тестом? Ну вот, на второе мне принесли национальное тоже блюдо типичное. Картофельные шарики с мясом и со сметаной. Ну, тут уже сюрпризов никаких. Как бы все понятно. В общем, это самое обыкновенное из раза. Ну, у меня один вопрос. Как можно оставаться стройной с такой кухней? Это же такая сытная еда. Надо еще съесть. Ответ простой. Спорт. Да, мы очень любим поесть, но сжигать калории любим не меньше. От школьников до пенсионеров все чем-то занимаются. Кто футболом, кто на лошади катается, а я вот люблю ездить на велосипеде. Причем очень спортивно выглядят и местные пенсионеры. В этом я убедилась лично. Ведь когда пришла на встречу с одним из них, меня встретил практически, не юноша, но очень молодой человек. На вид. Так, я пришла на встречу с пенсионером. Я, конечно, очень прошу прощения, но мне кажется, вы перепутали что-то. Ничего ты не перепутала, Жанна. Я уже несколько лет на пенсии. Просто я служил в полиции, а всем госслужащим можно выходить на пенсию уже после 15 лет стажа. Но я вышел после 25. То есть вы бывший полицейский? Да. И то есть и поэтому вы вышли пораньше, да? Ну и вот чем занимается бывший полицейский на пенсии? Занимаюсь собой. Разными хобби. Катаюсь вот на велосипеде, а еще недавно женился. Ну, а вообще вот пенсионеры, как они живут вот здесь? Все такие красивые, молодые, с женой, с велосипедом? Или все-таки есть и другие? Не все. Это я благодаря жене так хорошо выгляжу. Она сама молодая и для меня как эликсир молодости. Дело еще в том, что я просто моложе большинства пенсионеров, так как вышел на отдых раньше. Ведь пенсионный возраст в Словакии 60 лет для женщин и 65 для мужчин, а мне всего 50 с небольшим. Но мне сказали, что пенсионеры здесь очень любят спорт и пиво. Мне кажется, какие-то вещи несовместимы и правда. Вот мы сидим, а вот все люди пьют пиво, вот видишь? Ну, есть такие, что и одновременно. Пару километров на велосипеде проехал, сел в заведение, выпил бокальчик, потом еще пару проехал и опять бокальчик. Ну, вообще-то чехи пьют еще больше пива. На самом деле, почти все пенсионеры занимаются спортом просто потому, что это бесплатно. Если бы у нас была средняя пенсия не 500 евро, а, скажем, уровня Германии, то пожилые люди больше бы путешествовали по разным странам. А так занимаются тем, что доступно. У меня с мужем есть огород и сад. Почти все свободное время мы проводим там. А когда на пенсию выйдем, то уверенно будем проводить там и все остальное время. На пенсию мне уже скоро, но я наверняка буду продолжать работать. Больше мне нечем заниматься. Любимые занятия моего дедушки – это шахматы, прогулки и телевизор. Хоть он всегда мечтал побывать в Австралии. Тебе кажется, что твоя, лучшая часть жизни прошла? Или это все обывательские разговорчики, и самое лучшее у тебя еще все впереди? Думаю, сколько бы тебе лет не было, если ты будешь считать, что все лучше уже в прошлом, то ни к чему хорошему это не приведет. Я уверен, что впереди не меньше прекрасного, чем у меня уже было, а может и больше. Чего стоит только мой брак? Думаешь, я 20 лет назад мог представить, что в 50 смогу влюбиться так, словно мне 18? Да никогда. А ведь случилось.
И любовь добавляет мне сил и делает молодым, независимо от того, какой год рождения у меня написан в паспорте. То есть, слушай, вообще хорошо на пенсии влюбиться. Вот я думаю, тоже еще очень хороший один, так сказать, лайфхак. В Словакии умеют жить по возможностям и не стараются прыгать выше головы. Но при этом все любят делать красиво и со вкусом. Например, любые торжества здесь стараются организовать так, чтобы это было эстетически прекрасно. Часто вот мы слышим, что если свадьба приглашает ведущего, тамаду, так сказать, если юбилей приглашает ведущего, крестины приглашают ведущего, а в Словакии на похороны тоже обязательно нужно пригласить ведущего, чтобы он был разговорчивый и умел красиво говорить речь. Моя задача — собрать необходимую информацию о усопшем, написать нужные слова, трогательно и искренне их произнести. Ведь родственники не всегда могут их сказать красиво. Да ими в принципе тяжело говорить, ведь из жизни ушел их близкий человек. Стоит такая церемония от 600 до 4000 евро. Все зависит от оформления. Я работаю в крематории, там и проводятся церемонии. Для этого нужно оформить специальную комнату, подобрать музыку, организовать многие другие мелочи. И это не имеет отношения никакой из религий. Это просто красивая церемония, а я вообще атеист. Если после всего путешествия вы меня спросите, так какой же он местный характер, я вам отвечу: утонченный, но при этом и очень простой. Словаки не будут бежать, сломя голову за большими деньгами. Они лучше посвятят себя семье. Они могут быть тихими, но уметь выплескивать свои эмоции на максимум. Но самое удивительное, что они многие годы могут спокойно терпеть соседскую музыку, просто принимая тот факт, что все люди очень разные, даже если они живут под одной крышей. В Словакии, на удивление, легко относятся к жизни. Здесь можно каждый день гулять с новой собакой, просто чтобы сделать приятно собаке. Можно всю жизнь работать простой уборщицей, но при этом обожать свою работу. А можно хоть каждый день ездить отдыхать за границу, но при этом даже не думать переезжать из этого города, потому что здесь... Все поблизости. Полно развлечений. Легко найти работу по душе. Не надо никуда спешить. Тут открытые люди. И самые вкусные клёцки. В Братиславе всегда тихо. Но весело. Очень доступно и недорого. Главное, что здесь моя родина. Пожалуй, главная черта местных – это ценить, что имеешь, и не гнаться за успехом. И, возможно, это именно та черта, которую можно одолжить для себя из жизни других.